Глава 946. Вымогательство. Меня не интересуют такие мутные персонажи, как ты. Тебе лучше уйти. К большому удивлению маленького старика, Хань Ли отверг его, прежде чем он успел продолжить. Но вскоре он о чем-то подумал, и морщины на его лице расслабились. С легкой улыбкой он сказал: «Господин даосист не стоит спешить с выводами. Будет лучше, если вы сначала меня выслушаете, иначе с вами может случиться большое несчастье». Несчастье. Теперь мне интересно. Давай, просвети меня. Хань Ли сложил руки за спину с задумчивым выражением на лице. Господин даосист очень мудрый. Во-первых, я хочу, чтобы вы взглянули на кое-что, а об остальном мы поговорим после. Старик хихикнул и хлопнул по своей сумке для хранения на поясе, выпустив полосу зеленого света. Она сделала круг в воздухе, а затем приземлилась на голову старика в виде духовного зверя размером с кулак. Это был гигантский слизень изумрудно-зеленого цвета, вокруг которого медленно двигались длинные полупрозрачные усики. «Зверь-слизняк», — сказал Хань Ли с угрюмым выражением, — «и зачем ты достал его? Может, ты хочешь поразить меня его ядом? Этот низкоранговый духовный зверь, возможно, не представляет для вас угрозу, господин даосист ли, но у него есть небольшая мутация, способная разрывать некоторые иллюзорные техники. Пока вы разговаривали с культиваторами секты рассеивающейся инь, нить моего духовного чутья была на этом животном. Вы должны знать, на что я намекаю», — с довольным выражением на лице старик погладил слизня. «И что ты собираешься делать с этими знаниями?» Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он услышал возможности слизняка, но выражение его лица оставалось совершенно спокойным. Старик усмехнулся, в его глазах вспыхнула жадность, ни к чему эта холодность. «Я ничего не собираюсь с этим делать, если вы согласитесь дать мне взамен несколько сокровищ или большую сумму духовных камней. Тогда я забуду все о том, что только что видел, и обязательно оставлю вас в покое». Хань Ли вовсе не разозлился, а спросил с легкой улыбкой: «Ты меня шантажируешь?» Старик сделал 2 шага назад и зловеще улыбнулся. «Что, вы хотите меня убить? Вам лучше и не думать об этом. Я не боюсь ваших угроз, потому что, естественно, подготовился к этому. Мой ученик следует за культиваторами секты рассеивающейся инь и этой святой бесконечного неба. Если со мной что-то случится, он немедленно расскажет им о иллюзии бамбуковой трубки. Я уверен, что это причинит вам большие неприятности. И не забывайте, что многие высокоранговые культиваторы приехали в столицу Цзинь, чтобы принять участие в большом аукционе. Думаете, разумно убивать меня здесь? Стоит мне свистнуть, и вы ничего не сможете сделать. Если 4-5 культиваторов зарождающейся души недостаточно, чтобы убить вас, то как насчет 7-8? Насколько мне известно, в столице Цзинь довольно много старейшин сект. Вы уверены, что сможете сбежать от их всех? Мудрым решением будет потери и избежать бедствий. У вас нет выбора. Сказав это, деревянный щит вылетел из его рукава и превратился в желтый световой барьер, окружавший его. Хань Ли крепко нахмурился, глядя на барьер, выражение его лица колебалось, пока он напряженно размышлял. Через некоторое время выражение его лица нормализовалось, и он спокойно сказал: «Кажется, мне придется пойти тебе на уступки, даже если это будет хлопотно. Скажи мне, чего ты хочешь». Старик обрадовался, услышав его, и поспешно сказал: «Хорошо, я не привередлив. Я только ищу наживу и не собираюсь драться. Если вы дадите мне несколько древних сокровищ, я буду доволен». От жадности старика Хань Ли невольно вскинул бровь и потянулся к сумке для хранения. Затем по взмаху руки появился золотисто-серебряный шар света размером с яйцо. «Хочешь несколько древних сокровищ?» Губа не дура. «Хотя у меня нет других древних сокровищ, у меня есть ночная облачная жемчужина. Раз она мне не нужна, могу отдать ее тебе». «Не будь слишком жадным, иначе жадность погубит тебя», — печальным тоном сказал Хань Ли, а затем кинул сферу, тряхнув запястьем. Старик при виде этого изменился в лице, а глаза его радостно засверкали. Вместо того, чтобы протянуть руку, чтобы поймать сокровище, он бросил слизняк в сторону и, взмахнув рукавом, обернул золотисто-серебряный шар в черный свет. Он использовал слизняка, чтобы еще раз убедиться, что сфера была настоящей и на ней не было ауры владельца. Затем он подозрительно долго осматривал ее и только потом схватил. Внимательно изучив ее, он пробормотал: «Декоративный дизайн этого предмета совершенно уникален и сильно отличается от обычных сокровищ. Не могли бы вы рассказать мне о ней? Будет лучше, если ты сам попробуешь. Я могу гарантировать, что ты будешь доволен». «Верно, но не думайте, что одного древнего сокровища будет достаточно». Когда старик взволнованно влил магическую силу в сферу, мысли о дальнейшем шантаже затуманили его разум. Губы Хань Ли сжались в легкую ухмылку.
Да, этого недостаточно, слабым голосом сказал Ханли. Как насчет того, чтобы я отправил тебя в загробную жизнь? Старик встревожился, но было уже слишком поздно. Вся его магическая сила была насильственно поглощена золотисто-серебряной сферой. Внезапно сфера рассыпалась на несколько десятков оставшихся у Ханли черных золотых прожорливых жуков. Как только они появились, они яростно метнулись в лицо старика. На таком коротком расстоянии невозможно было уклониться. Ужас просто мелькнуло в его голове, когда жуки покрыли его голову и начали грызть. Если бы не плотный свет, защищающий его тело и его уровень культивации, жуки разорвали бы его на части. С таким количеством свирепых насекомых, рвущих его лицо, он был временно ослеплен и начал яростно размахивать руками, покрытыми пылающими черным светом. В то же время он сделал глоток воздуха, пытаясь свистнуть и привлечь внимание других культиваторов. Но затем он услышал фырканье, от которого его кровь в жилах застыла. Он почувствовал, как его духовное чутье разорвалось от боли, а тело содрогнулось, и он невольно выпустил мучительный крик. В шоке он мгновенно поднялся в воздух и почувствовал, как острая боль, охватившая его духовное чутье, исчезла. Затем жуки, покрывающие его лицо, отлетели от него, позволяя ему взглянуть еще раз, но их месте тут же появился метровый золотой меч, обернутый пурпурным пламенем. «А-а!» — раздался крик. Старику было уже поздно звать на помощь или пытаться бежать. Он влил всю свою духовную силу в световой барьер перед ним и стал молиться. В бешеной тревоге он теперь понял, что этот заморский бродячий культиватор планировал убить его с самого начала, не собираясь позволить ему себя шантажировать. Старик только сожалел о том, что спровоцировал этого человека. К счастью, его желтый деревянный щит был могущественным древним сокровищем. Он мог заблокировать атаку даже от культиватора на средней стадии зарождающейся души. Не успел старик подумать об этом, как золотой меч рассек золотой барьер, словно тофу. Меч продолжал атаковать и выпустил ослепительную вспышку света, расколов тело старика на две части, раскрывая черную зарождающуюся душу размером в дюйм, которая появилась в образовавшейся щели. Она была в ужасе от произошедшего и, не успев опомниться, была запечатана в глыбу льда. Оружие сделало круг в воздухе после удара и плавно рассекало слизняка, наполнив воздух кровью. Затем несколько ударов плотной золотой молнии выпрыгнули из меча и обернулись вокруг зарождающейся души, полностью уничтожив ее в серии грохочущих грозовых грохотов. Ханли выглядел расслабленным, но он еще не закончил. Он протянул руку к телу старика, и в его руку влетела его сумка для хранения. В тот же момент 3 алых огненных шара размером с кулак вылетели с другой его руки, превратив 2 половинки старика и зверя в пепел. Затем Ханли спокойно взлетел в небо и исчез без следа. Четверть часа спустя 5 полос разноцветного света пролетели по небу и спустились на место происшествия. Это были Ге Тиньхао, 2 других старейшины секты рассеивающейся инь, святая бесконечного неба и незнакомый юноша на стадии формирования ядра. Именно здесь исчезла аура учителя, юноша с беспокойным выражением взглянул на магический инструмент в своей руке. Ге Тиньхао скользнул взглядом вокруг и заметил несколько темно-красных брызг. С мрачным выражением он сказал: «Здесь все еще есть остатки духовных колебаний ци и следы крови. Аура этого культиватора ли все еще присутствует? Похоже, твой хозяин уже умер». Глава 947. Ледяная квинтэссенция. Юноша побледнел и неуверенно проговорил: «Это невозможно». Хотя уровень культивации моего мастера ниже, чем у этого злодея, у него был шанс сбежать. Ге Тиньхао холодно фыркнул и раздраженно спросил: «Разве ты не знаешь? Этот негодяй убил культиватора своего ранга, не говоря уже о культиваторе на ранней стадии зарождающейся души. Неудивительно, что твой мастер не смог защитить себя. Тебе лучше объяснить поподробнее, что тебе сказал старик Ся». В этот момент святая бесконечного неба быстро просмотрела область вокруг себя своим духовным чутьем и появилась в 20 метрах. Она что-то подняла с земли и, тщательно осмотрев, изменилась в лице. «Мастер ничего не сказал», — пробормотал юноша. «Он дал мне только магический инструмент и сказал, чтобы я нашел вас, если с ним что-то странное случится или он не вернется вовремя». Святая махнула рукой и бросила предмет юноше. «В том, что твой мастер потерпел неудачу, нет никаких сомнений. Разве это не часть древнего сокровища, которым пользовался твой мастер?» Юноша торопливо протянул руку, и его сердце ушло в пятки при виде этого. Это был маленький кусочек желтого дерева, и он слабо сиял знакомым светом. Что могло разрушить деревянный щит моего мастера? Он обладал удивительной защитной силой и прочностью, юноша побледнел.
Господа Линь, ты сказала, что не была уверена, способен ли тот человек убивать противников своего ранга. Кажется, он более злобен, чем мы изначально думали. Хотя старик был на ранней стадии зарождающейся души и владел исключительными техниками уклонения, он был убит еще до того, как у него появилась возможность позвать на помощь. Если тот культиватор обладает способностями культиватора на поздней стадии зарождающейся души, у нас нет сил захватить его. Святая нахмурилась и спросила, что? «Брат Цзы, не говори мне, что ты передумал забирать сокровища своей секты. Раз в его руках знамя рассеивания призраков, то этот культиватор, скорее всего, убил 4-го старейшину твоей секты». Ге Тиньхао сухо усмехнулся. Даже если он на поздней стадии зарождающейся души, наша секта все равно преследовала бы его за убийство одного из старейшин нашей секты и воровство нашего сокровища. Однако твои люди, кажется, так же глубоко ненавидят этого человека, тогда почему ты держишься подальше от своих людей столько лет? Святая поджала губы и сладко улыбнулась в ответ. «Если вы убьете этого человека, я увеличу вознаграждение на 1/5 от того, что было согласовано изначально. Однако нашему священному храму требуется вернуть свое сокровище. Увеличь на 0,3. Секта потеряет огромное количество людей в охоте на этого грозного культиватора. Что касается этого сокровища, мы уже согласились на это ранее и не собираемся возвращать наши слова». Святая немного поколебалась, а затем сказала: «Наш храм согласен на эти условия». «Отлично. Я уверен, что, учитывая свой статус, ты сдержишь данное обещание». Ге Тиньхао повернулся к старейшине секты рассеивающейся инь и сказал: «Младший боевой брат Ху, пошли талисман передачи голоса, чтобы собрать всех старейшин секты и учеников возле столицы Цзинь. Поскольку он появился на рынке, он определенно будет участвовать в грандиозном аукционе. Мы должны использовать все свои силы и воспользоваться этой возможностью. Однако наши действия не должны привлечь внимание со стороны других сект, а наши низкоранговые ученики не должны действовать без поддержки нескольких старейшин секты. По правде говоря, было бы безопаснее втянуть его в ограничительную формацию и атаковать его там. Мне сообщить об этом мастеру секты. В конце концов, в прошлом именно он послал 4-го старейшину позаботиться о нем». С долей сомнений Ге Тиньхао сказал: «С планом возвращения нашего наполовину завершенного знамени рассеивания призраков и потери 4-го старейшины, великие старейшины стали недовольны мастеров секты Фаном, и я слышал, что он в настоящее время культивирует порочное сокровище в уединении. Даже если бы он немедленно прибыл сюда, он не смог бы вовремя попасть на большой аукцион. Позже мы можем послать ему талисман передачи голоса. Таким образом, если мы потерпим неудачу, мы можем предпринять еще одну попытку с помощью его силы». Решив вопрос, они сразу же ушли. Конечно, они потревожили многих смертных своим присутствием, прежде чем исчезли из поля зрения. Хотя в столице Цзинь были правила, ограничивающие полеты, культиваторы из таких сект, как секта рассеивающаяся инь, не воспринимали их всерьез. Тем временем Хань Ли шел по маленькой дороге в 10 километрах от того места, просматривая вещи-сумки для хранения, которую он забрал у старика. Затем он внезапно остановился, и на его лице появились следы удивления. Монарх расщепления души лениво спросил: «Ты нашел что-то интересное?» «Что это?» «Я никогда не видел ничего подобного раньше». Хань Ли взмахнул рукой и вынул изящную нефритовую бутылку, 8 дюймов в длину. Прикоснувшись к бутылке, он почувствовал обжигающий холод, от чего удивился еще сильнее. Затем он встряхнул ее и услышал всплески жидкости внутри. Хань Ли поднял бровь и пробормотал: «Неужели это какая-то духовная вода?» Хотя сама бутылка довольно странная, я не могу понять, что это, своим духовным чутьем. Монарх расщепления души предупредил: «Тебе лучше подождать до своего возвращения, чтобы открыть ее. Это улица смертных, и здесь ты можешь привлечь ненужное внимание, если случится что-то странное». Очевидно, по взмаху руки бутылка исчезла из поля зрения. Монарх добавил: «Малыш Хань, раз уж ты раскрыл свою личность, тебе нужно быть более осторожным. Секта рассеивающаяся инь и святая бесконечного неба не оставят тебя в покое. Они, наверное, уже догадались, что ты будешь участвовать в грандиозном аукционе». «Это не имеет значения», — ответил Хань Ли. «Я не верю, что в столице Цзинь есть еще один духовный зверь, способный видеть сквозь иллюзии. Пока я избегаю культиваторов поздней стадии зарождающейся души, ничего не случится. Даже если это опасно, нам придется рискнуть, чтобы вовремя собрать необходимый материал». Монарх равнодушно сказал: «Это хорошо. Но раз ты пришел сюда ради материалов для моей великой марионетки, я сделаю исключение и использую одну из технику великого развития, технику запугивания души, чтобы помочь тебе в бою, если станет слишком опасно. Большое спасибо, старший». «Твои слова очень успокоили меня», — радостно ответил Хань Ли.
Через 2 часа Хань Ли медленно вернулся в даосский монастырь, в котором он останавливался. Он немного поболтал с хозяином здания, а затем спокойно вернулся в свою комнату. Комната была быстро окружена несколькими временными ограничительными заклинаниями, и Хань Ли продолжил тщательно исследовать изящную темно-зеленую бутылку. Когда он открыл ее, вспыхнуло облако ледяного света, в результате чего температура в комнате резко упала. Даже Хань Ли почувствовал, как его тело дрожит от холодного света, несмотря на то, что он культивировал высшее пурпурное пламя. Встревожившись, он поспешно покрыл свое тело слоем пурпурного пламени. Как только ледяное облако соприкоснулось с туманом, комната покрылась плотным слоем инея. Если бы не ограничительные заклинания на комнате, ледяная ци запросто могла покинуть ее пределы. Изморозь была примерно таким же, как у небесного ледяного пламени. Что это такое? Покрыв свое тело пурпурным пламенем, Хань Ли заинтересованно посмотрел на маленькую бутылочку и сияющее облако ледяного света, вышедшее из нее. Он видел, как свет рассеивается в воздухе и покрывает комнату более плотной изморозью. В конце концов, он взглянул на бутылку своими глазами духовного прозрения. Сквозь сверкающий белый туман он мог видеть серебряную жидкость, сияющую ослепительным блеском. Вдруг раздался взволнованный голос монарха: «Это, осторожно капни каплей этой жидкости на нефритовую пластинку и дай мне взглянуть на нее». Сердце Хань Ли замерло, и он без слов вынул нефритовую пластинку размером с ладонь из своей сумки, а затем другой рукой капнул серебряной жидкостью на пластинку. Капля с легким звоном коснулась нефритовой пластинки и тут же превратилась в серебряную жемчужину, начав кататься по ее поверхности. К удивлению Хань Ли, серебряная жемчужина не выделяла ни малейшего следа ледяной энергии и выглядела довольно обыденно. Монарх вздохнул и сказал: «Как я и думал, только бутылка из тысячелетнего ледяного нефрита способна подпитывать ледяную квинтэссенцию. Я никогда не слышал о тысячелетнем ледяном нефрите и ледяной квинтэссенции. Кажется, это что-то очень редкое». Монарх спокойно ответил: «Ледяная квинтэссенция — это разновидность нефритовой эссенции, которая используется при изготовлении магических инструментов и духовных пилюль. Однако найти ту, что содержится в тысячелетнем ледяном нефрите, это то, что редко можно встретить в этом мире. Если я правильно помню, у Северного ночного дворца на северо-западе Великой империи Цзинь осталась такая бутылка, которую они хранят в качестве наследия. Я никогда не слышал, чтобы этот предмет существовал где-то еще. Ах, да, та жемчужина снежного кристалла — это то, что было изготовлено из тысячелетнего ледяного нефрита». Глава 948. Воскрешающая солнечная вода и эссенция чистого пламени. Взглянув на нефритовую жемчужину, взгляд Хань Ли дрогнул. Раз этот предмет настолько редок, значит, он обладает особыми свойствами. Монарх расщепления души ответил: особенными свойствами. Это нечто большее. Это высокоранговый материал для изготовления инструментов и духовных таблеток, ради которого клан демонов рискнул своими душами, чтобы приобрести его. Это фантастический предмет, способный защитить их от агонии Вознесения. Агония Вознесения клана демонов. Хотя Хань Ли подозревал о ценности этого материала, он все равно был ошеломлен. Так и есть. В этом мире существует бесчисленное количество высокоранговых демонов, но лишь немногие из них способны пережить Вознесение, что позволит им принять человеческий облик. Поскольку молния является слабостью для большинства демонов, молния от агонии Вознесения все равно, что смертный приговор для них. Но если эволюционирующим демоническим животным употребить хотя бы каплю ледяной эссенции, то их тело на какое-то время станут устойчивыми к молнии, что позволит им лучше противостоять агонии. Теперь ты понимаешь, насколько драгоценна ледяная квинтэссенция для этих демонов. Однако, не так много культиваторов знают об этом предмете. Северный ночной дворец — исключение из-за своеобразного искусства культивации ледяного элемента. В моем предыдущем путешествии по Великой империи Цзинь я узнал об этом предмете в результате того, что сразился со многими высокоранговыми культиваторами из их секты. Стоит сказать, что каждые 1000 лет или около того, несколько высокоранговых демонов в пределах Великой империи Цзинь тайно собираются на острове Северного ночного дворца и совершают всеобщую атаку, чтобы заставить Секут отдать им несколько капель ледяной квинтэссенции. «Это правда?» — спросил Хань Ли с легким неверием. Монарх ответил: «А что в этом такого? Демоны без ледяной квинтэссенции почти наверняка погибнут в своей агонии Вознесения. Если им удастся получить хоть каплю ледяной квинтэссенции, их шансы на выживание значительно возрастут, поэтому они не жалеют усилий ради нее. Очень старый монстр из тысячелетней долины демонов выступал с инициативой организации рейда. Поэтому, даже если они потерпят неудачу, они не понесут больших потерь.
Однако остров Северная ночная секты основан культиваторами с огромными древними способностями и несколькими великими формациями, доставшимися им с древних времен, не говоря уже о вене небесной инской эссенции, на которой стоит остров. Ледяная ци окружает остров в радиусе 1000 километров, поэтому демонические звери, не культивировавшие искусство ледяного элемента, должны использовать большую часть духовной силы своего тела, чтобы блокировать ее во время вторжения, истощая свои силы в их предстоящей битве против культиваторов Северного ночного дворца. По этой причине культиваторы из клана демонов не смогли захватить остров, несмотря на свою огромную силу. Однако, как этот старик приобрел что-то столь ценное? Есть ли на бутылке какие-либо метки? Лицо Хань Ли дрогнуло, и он коснулся дна бутылки. Метки. А на дне бутылки есть изображение снежинки. Ты знаешь, что это значит? Тогда я прав. Это знак Северного ночного дворца. Довольно странно, что бутылка ледяной квинтэссенции оказалась в сумке культиватора на ранней стадии зарождающейся души. Казалось, монарх расщепления души был очень озадачен этим вопросом. Хань Ли задумался, нахмурившись, в этом мире происходит бесчисленное множество странных вещей. Возможно, он украл ее из Северного ночного дворца или был перебежчиком из их секты. Что бы ни случилось, она все же попала в его руки. Как ты и сказал, ледяная квинтэссенция является лишь дополнительным материалом для изготовления инструментов и духовных таблеток для людей. В этом случае Северный ночной дворец мог бы просто передать ее сразу после нескольких поколений атак демонических зверей. Несколько знающих культиваторов в Великом Цзине уже просили об этом раньше, но Северный ночной дворец ответил, что они больше заинтересованы в сохранении стабильности в мире культивации Великого Цзиня, чтобы не дать появиться большему количеству демонических зверей 8-го ранга. В конце концов, маленькой бутылки ледяной квинтэссенции было достаточно, чтобы создать несколько десятков демонических зверей 8-го ранга и нарушить баланс сил в мире культивации Великого Цзиня, что приведет к войне. Однако, они говорят это, чтобы обмануть простых людей. В прошлом я сражался с целой группой высокоранговых культиваторов Северного ночного дворца, среди которых был заместитель мастера дворца. Из-за его неуважительных слов я использовал технику поиска души, чтобы как следует исследовать его первичную душу после того, как я убил его в бою, но в результате я случайно обнаружил секрет, связанный с ледяной квинтэссенцией. Сказав это, монарх расщепления души замолчал, будто что-то припоминая. «Секрет?» Хань Ли поднял бровь с большим любопытством. «Верно», — серьезным тоном ответил монарх. «Я бы уже и совсем позабыл об этом, если бы не увидел ледяную квинтэссенцию снова. Кроме нескольких членов высшего звена Северного ночного дворца, никто не знает об этом. По правде говоря, основное использование ледяной квинтэссенции заключается в том, что она является основным материалом для изготовления секретного древнего лекарства, воскрешающей солнечной воды». Хань Ли почувствовал, что его дыхание похолодело от шока. Возобновляющая солнечная вода. Безграничное лекарство для восстановления тела? Монарх спокойно ответил: да. Говорят, что независимо от того, насколько серьезны раны, даже если тело расколото на части, лекарство может мгновенно восстановить его. В одной записи даже говорилось, что с ее помощью можно вернуть мертвых к жизни. Конечно, это только слухи. Кто знает, правда ли это на самом деле. Но есть одна вещь, в которой сходятся все записи. Воскрешающая солнечная вода чудесным образом продлевает продолжительность жизни на целую четверть их первоначальной продолжительности. Ты понимаешь, что это значит? Хань Ли глубоко вздохнул и пробормотал. Это значит, что у некоторых культиваторов на поздней стадии формирования ядра будет возможность войти в стадию зарождающейся души, а у культиваторов на поздней стадии зарождающейся души будет шанс войти в стадию божественной трансформации. Точно, но ледяная квинтэссенция — это только одна из главных компонентов воскрешающей солнечной воды. Если ты хочешь изготовиться ее, тебе нужно найти эссенцию чистого пламени в самых глубинах лавы. Она это невероятно редкая и необходимая, чтобы закалить ледяную эссенцию в воскрешающую солнечную воду, эссенция чистого пламени. Как мне найти ее? Только не говори, что обычные культиваторы легко могут найти ее. Эссенция чистого пламени редко когда-либо образуется даже в глубинах лавы. И к тому времени, когда оно обретает форму, она становится разумной и исчезает. Как ее вообще можно заполучить? Однако, даже если бы я запечатал ее, она бы оказалась бесполезной, поскольку у меня нет формулы для воскрешающей солнечной воды, иронично усмехнулся Хань Ли. Монарх ненадолго затих, а затем медленно сказал: у меня нет способа приобрести эссенцию чистого пламени, но у меня есть формула воскрешающей солнечной воды. Не забывай, что я долго обыскивал душу заместителя мастера дворца. Найдя формулу, я запомнил ее, потому что она была очень редкой. Если ты хочешь изготовить это лекарство, я могу дать тебе формулу. Это прекрасно.
Возможно, в будущем я смогу ее использовать. Хань Ли был приятно удивлен словами монарха. С помощью воскрешающей солнечной воды у него был шанс подняться в стадию божественной трансформации. Эссенция чистого пламени — не то, что может легко приобрести культиватор в этом мире, поэтому я должен предупредить тебя, чтобы ты не слишком надеяться на это. Если бы это было легко, культиваторы Северного ночного дворца давно бы смогли изготовить ее, учитывая долгие годы владения формулой и ледяной квинтэссенцией. С этими словами монарх дал Хань Ли желтую нефритовую пластинку. На ней была копия формулы воскрешающей солнечной воды. Большое спасибо, старший. Я запомню это. Хань Ли взял нефритовую пластинку с улыбкой на лице. Есть еще одна вещь, о которой ты не должен забывать. Поскольку твоя жемчужина снежного кристалла была изготовлена из тысячелетнего ледяного нефрита, интенсивность ее ледяного элемента и ее сила значительно возрастут, если ты добавишь несколько капель ледяной квинтэссенции. Сказав это, монарх замолчал, словно у него закончился лимит слов в день. Хань Ли вскинул брови от удивления, услышав это. Он сделал бы это, даже если бы монарх не напомнил ему об этом. Но теперь Хань Ли стало любопытно кое-что. Принимая во внимание грозную ледяную цель ледяной квинтэссенции, могло ли его высшее фиолетовое пламя поглотить ее? Подняло бы оно его силу на новый уровень? С этой мыслью Хань Ли снова посмотрел на серебряную жемчужину на нефритовой пластинке. Он раскрыл руку и вызвал клубящийся пурпурный огонь. Внезапно огненный шар превратился в изысканный барьер и накрыл горлышко бутылки. Затем Хань Ли сделал жест заклинания другой рукой и начал что-то тихо бормотать. Во вспышке пурпурного света потоки пламени вышли из барьера и начали медленно вращаться вокруг бутылки, постепенно увеличивая скорость вращения, заставляя бутылку выпустить пучок сверкающей серебряной ледяной ци. Это выглядело так же великолепно, как звездный свет. Хань Ли глубоко вздохнул и выпустил из своей руки лазурную печать заклинаний. Световой барьер поглотил печать и превратился в сферу размером с кулак, полностью закрывая ледяную ци внутри пламени. Вскоре после этого Хань Ли запечатал крышкой бутылку ледяной квинтэссенции и махнул рукой сфере пурпурного пламени. Сфера тут же влетела в рот Хань Ли, сверкая ярким мерцающим светом. С огненной сферой и серебряной ледяной ци внутри нее Хань Ли сел, скрестив ноги, и медленно закрыл глаза. В этот момент большая двухдюймовая зарождающаяся душа открыла глаза в дантяне Хань Ли. Фиолетовое пламя перед ней начало медленно вращаться вокруг мерцающего серебряного шара. Зарождающаяся душа моргнула и сделала жест заклинания, заставив свое тело светиться ярким лазурным светом. Затем из ее рук стали вылетать лазурные заклинания. Пурпурная огненная сфера взволнованно затрещала от пламени, когда ледяная квинтэссенция загорелась внутри нее и стала сливаться с пламенем. В этот момент физическое тело Хань Ли полностью погрузилось в глубокую медитацию. Глава 949. Старейшина Хань. Хотя хозяин даосистского монастыря был смертным, он знал кое-что о мире культивации и мог догадываться о личности Хань Ли. Поэтому он не беспокоил его, когда тот оставался в комнате в течение всего дня. Когда Хань Ли, наконец, открыл глаза, на его лице было разочарование. Беспомощным тоном он пробормотал: «Ледяная квинтэссенция не способна слиться с высшим фиолетовым пламенем. Похоже, что ее можно использовать только в качестве материала для доработки или улучшения». Затем он выплюнул в воздух прозрачную, светящуюся жемчужину, снежную кристаллическую жемчужину. Взглянув на нее, он махнул рукой и вынул маленькую бутылочку ледяной квинтэссенции. Затем он подбросил бутылочку в воздух и другой рукой хлопнул по дну бутылки, заставив выплеснуться оттуда каплю ледяной квинтэссенции, которая тут же исчезла в жемчужине снежного кристалла. Сделав жест заклинания, он выплюнул нить лазурного зарождающегося пламени, и оно тут же окутало жемчужину. Взглянув на пламя, Хань Ли закрыл глаза. Усовершенствование жемчужины снежного кристалла нужно было закончить ко времени проведения грандиозного аукциона. Поэтому он продолжил закаливать жемчужину своим лазурным пламенем. В другом месте хрупкий юноша в лазурной одежде прогуливался по великолепному саду с самодовольным выражением лица. В настоящее время он находился в большом особняке императорского дворца столицы Цзинь. В этот момент выражение его лица дрогнуло, и он внезапно повернулся. Его лицо было таким же, как у Хань Ли, но разница заключалась в том, что его взгляд был более холодными и бесчувственными. У входа в сад пошли шаги. Это был старик в черной шляпе и расшитых одеждах. Встретившись с юношей взглядом, он невольно вздрогнул. Юноша отвел взгляд и пошел дальше, а затем он спокойно сказал: «Значит, это ты, господин даосист Юнь. Зачем ты искал меня?» Юни сухо усмехнулся и подошел к нему: «Старейшина Хан, мы недавно получили от наших сотрудников информацию, которая может вас заинтересовать». «Информация?» — холодно произнес старейшина Хань.
у меня мало интереса к вещам, которые меня не касаются, и я не отвечаю ни за какие-либо конкретные вопросы. Я не буду предпринимать никаких действий без приказа старейшины Е. Затем он повернул голову и посмотрел на сад. Юнь усмехнулся, не обращая внимания на холодное отношение старейшины Ханя, и сказал: «Я бы не осмелился помешать вам культивировать, если бы эта информация не была связана с вами. Неужели вы нашли этого человека?» С холодным выражением на лице сказал юноша. «Так и есть. Говорится, что некоторые культиваторы секты рассеивающиеся инь тайно ищут его на рынках в столице Цзинь. По описанию, тот человек выглядит так же, как описал старейшина Хань. Может, вы хотите взглянуть лично?» Сказав это, старик выпустил белую нефритовую пластинку из рукава. Старейшина Хань мрачно поднял руку и поймал нефритовую пластинку. Лицо юноши дрогнуло, пока он читал пластинку своим духовным чутьем. Затем он холодно спросил: «Кажется, это он. Ты знаешь, почему секта рассеивающаяся и не ищет его?» Пока нет, но старейшины их секты неожиданно начали собираться в столице. «Старейшина Хан, вы сказали, что этот человек с тем же именем, что и у вас, ваш великий враг. Таким образом, второй старейшина принял решение позволить вам расправиться с ним лично. Если вы не мешаете великому аукциону, вы можете использовать любой метод для решения этой проблемы. Продается несколько предметов, которые клан Е должен приобрести любой ценой, и мы не можем допустить, чтобы вы вызвали беспокойство. Старейшина Е также не желает, чтобы случилось что-то непредвиденное». Старейшина Хань холодно фыркнул: «Если эта информация верна, я заставлю его исчезнуть с лица земли. Ты знаешь, сколько времени понадобится, чтобы клан помог мне найти эти дьявольские артефакты? До того, как я войду в имперский клан и выполню их приказы, мои условия должны быть выполнены. Не волнуйтесь, старейшина Хань. Мы уже нашли местонахождение некоторых из них. Мы помогли вам найти один, но другие найти будет сложнее и понадобится еще время», — спокойно объяснил старик. Старейшина Хань поджал губы, и холодный свет вспыхнул в его глазах. «Мне все равно, как ты это делаешь. Я согласился служить клану Е 20 лет, поэтому ты должен помочь мне найти их. Конечно, мы не станем забирать наши слова назад. У нас есть специальные люди, которые занимаются сбором этой информации, и вы будете первым, кто узнает, когда мы ее получим». Сказав это, старик попрощался и ушел. После того, как старейшина Хань увидел, что силуэт старика исчез из сада, он холодно рассмеялся, подумав о чем-то. Взмахнув рукавом, в его руке появился золотой сверкающий меч. Вокруг маленького меча кружились нити черной ци, и он дрожал, словно пытаясь стряхнуть вещество, но, как ни старался, черная ци крепко держала его. Старейшина Хань нахмурился и внезапно выплюнул полный рот черной крови на золотой меч. Меч испустил вопль, и его духовный свет тут же потускнел, но он продолжал терпеть и кричать. «Это действительно неприятно», — пробормотал он с нетерпением. «Почему так трудно стереть духовную природу меча из царства смертных? Не будь он изготовлен из золотого молниеносного бамбука, проблем бы не было. Но раз он уже в столице Цзинь, это редкая возможность. Я могу не только отомстить ему за то, что он разрушил мою основную душу и не дал восстановить полный уровень культивации, но и взять под контроль его летающие мечи после его смерти», — с мрачным выражением лица сказал старейшина Хань, а его зрачки стали черными и засверкали фиолетовым светом. Все его тело тут же стало претерпевать чудовищную трансформацию. В здании в дальнем углу особняка за столом сидели двое мужчин и женщина, беседуя между собой. Одним из них был старик в черной шляпе, который только что вернулся после разговора со старейшиной Ханем. Другой мужчина был среднего возраста с достойной внешностью и нефритовым пояс вокруг талии. Женщина же была той, кто разговаривал с главой монахиней в Королевском монастыре Спокойствия. Выражение ее лица было угрюмым, когда она услышала рассказ старика о его разговоре со старейшиной Ханем. Мужчина средних лет задумчиво выслушал его и сказал: «Хочешь сказать, что старейшина Хань сразу же согласился?» «Так и есть». Как только он услышал, что этот человек появился здесь, его глаза засверкали от кровожадности. Похоже, его ненависть к нему настоящая. Красивая женщина подняла бровь и сказала: «Но у них не только одинаковые имена, но и внешность. Кроме того, этот Ханьли недавно проник в Королевский монастырь Спокойствия. Было неясно, какова была его цель, возможно, он хотел навредить нашему клану. А теперь его тайно выслеживают члены секты рассеивающейся инь. Я не понимаю, в чем дело, но чувствую, что что-то не так. Хотя, безусловно, есть вещи, которые мы не понимаем, нам не нужно слишком углубляться в это. Если старейшина Хань не шпион одной из основных фракций и собирается помочь нашему клану, все остальное не имеет значения.
Он не только обладает высоким уровнем культивации, но и знает древние секреты, столь необходимые нам для нашего дела. Мы должны всеми силами склонить его на нашу сторону. Человеку с именем и внешностью старейшины Ханя мы должны уделить особое внимание. Раз он так смог спровоцировать секту рассеивающийся инь, то он не может быть обычным персонажем. И поскольку мы подозреваем, что он враждебно относится к нашему клану Е, мы должны помочь старейшине Ханю избавиться от него, если появится такая возможность. Затем старик сказал, слова второго старейшины разумны. Однако этот старейшина Хань из злой секты, и я чувствую, что он скрывает от нас свою истинную силу. Мы не знаем, что он замышляет на самом деле, поэтому мы не можем просто так собраться для него эти дьявольские артефакты. Мы должны быть более осторожными. С серьезным выражением лица мужчина средних лет сказал, младший боевой брат Юнь не стоит так беспокоиться об этом. Помимо основных старейшин нашего клана Е, мы не можем позволить себе доверять посторонним, поэтому мы никому не раскрываем наши истинные планы. Предстоящий грандиозный аукцион особенно важен. На аукционе будет несколько необходимых нам предметов, но у нас нет другой возможности приобрести их, кроме как сделать ставки. В противном случае это может раскрыть наши планы. Мы не можем позволить, чтобы это произошло, но ты должен сделать все возможное, чтобы приобрести их. Ошибок быть не должно. Если мы не сможем изготовить эти магические инструменты, наше путешествие к приобретению сокровищ, на которое мы потратили многие годы, окажется очень трудным. Глава 950. Большой аукцион. Второй дядя, не волнуйся. Наши приготовления к аукциону безупречны. Мы наняли ничем не примечательных бродячих культиваторов для покупки необходимых нам предметов. На первый взгляд, они не связаны с нашим кланом Е, и после того, как аукцион закончится, мы их всех убьем, заставив их замолчать навсегда. Немного поколебавшись, красивая женщина спросила, но как вы справляетесь с теми, что на стороне императора? Хейда из секты высшего процветания и Цзы-Цзычжи из небесной дьявольской секты были отправлены во дворец. Разве это просто слухи? Услышав это, лицо старика стало тревожным. Щека мужчины средних лет дернулась, и он торжественным тоном ответил, «Будьте уверены, старший брат уже выяснил причину их прибытия, печать разрушения гор 3 королевских монастырей. Поскольку она находится на грани завершения, информация, полученная от многочисленных шпионов, и слухи, которые мы намеренно распространили, привели их к мысли, что мы изготавливаем сокровища. Поэтому они оказывают давление на ваш клан Е, чтобы продать им сокровища. На самом деле, все по плану. Благодаря этой приманке они не заметят нашу истинную схему. Но на всякий случай все старейшины, которые знают об этом плане, должны держаться вместе. Если они не будут осторожны, эти два эксцентрика могут устроить им засаду и силой прочитать их души. В частности, даосист Цзы-Цзычжи владеет всеми видами чарующих техник. Даже культиваторы на ранней стадии зарождающейся души не смогут устоять перед ними, если не будут осторожны. Тогда старик с грустью сказал, вот как. Но разве мы не слишком легко распустили слухи о изготовлении печати разрушения горы, несмотря на усилия, которые мы прилагаем для ее изготовления? Мужчина среднего возраста усмехнулся. Никак нет. Если бы только одна секта пришла к нам, мы не смогли бы противостоять давлению и только сдались. Но раз их здесь двое, мы можем это использовать. Старший брат уже составил план. Независимо от того, кому попадет печать разрушения гор, она будет стоить немало. Старик и красивая женщина смущенно переглянулись между собой и не стали продолжать разговор на эту тему. Поговорив еще немного, они разошлись по своим делам. Время быстро шло, и вот настал день грандиозного аукциона. В течение этого времени секта рассеивающаяся и не искала по всему городу местонахождения Ханьли, но на самом деле они обыскивали только другие рынки, гостиницы и другие места, где собрались культиваторы. Но Ханьли был полностью сосредоточен на усовершенствовании жемчужины снежного кристалла, он не выходил на улицу. Утром Ханьли изменил свою внешность на большого загорелого человека, а бамбуковая трубка на его спине превратилась в длинный меч. Подготовив маскировку, он отправился на рынок западного Цинь, ограничив свой уровень культивации до средней стадии формирования ядра, чтобы не привлекать лишнего внимания. Как он и ожидал, чем ближе он подходил к рынку, тем больше высокоранговых культиваторов появлялось на улицах. Хотя большинство из них были на стадии формирования ядра, было довольно много эксцентриков зарождающейся души. Очевидно, что более состоятельные культиваторы не хотели пропустить великий аукцион. Пройдя через ограничительное заклинание, Ханьли направился на рынок, он обнаружил, что улица была заполнена культиваторами в самой разнообразной одежде. Проходя мимо них, он обнаружил на входе нескольких людей в черном, включая Гэ Тиньхао.
В настоящее время они осматривали всех, кто входил на рынок. Хань Ли внутренне нахмурился и спокойно прошел через вход, не встречаясь с ними взглядом. Но когда он проходил мимо, слабая нить духовного чувства осмотрела его и быстро пошла дальше, чтобы взглянуть на другого культиватора формирования ядра. Старейшины секты, рассеивающиеся, и не осматривали не каждого культиватора, кто пришел на рынок, а только на тех, кого они нашли незнакомыми или подозрительными в качестве бродячих культиваторов. В то время как культиваторы формирования ядра не чувствовали того, что их тайно осматривают духовным чутьем, бродячие культиваторы на стадии зарождающейся души злобно посматривали на старейшин секты, рассеивающейся инь. К счастью, секта, рассеивающаяся инь, не собиралась создавать себе лишние проблемы и, бегло осмотрев их, заканчивала осмотр. Хотя бродячие культиваторы чувствовали себя обиженными, они не собирались провоцировать такую большую секту, как секта, рассеивающаяся инь, и просто продолжали свой путь. Словно недовольный бесплодными поисками, старик с острыми глазами из секты, рассеивающейся инь, сказал: «Старейшина Ге, я слышал, что этот человек искусен в техниках преобразования внешности. Боюсь, бесполезно охранять вход». Ге Тиньхао посмотрел на старика и спокойно сказал: «Старший боевой брат Инли, я только заставил вас сделать это, чтобы подтолкнуть его к действию. Это нужно не для того, чтобы на самом деле найти этого человека. Поскольку его способности велики, у нас нет способа увидеть его истинную личность. Однако агрессивная манера поиска может привести его в замешательство, что приведет к тому, что он случайно выдаст себя. Если он будет полностью собран и продолжит маскироваться, вам не о чем беспокоиться». Поскольку парящие племена и секта Небесного Дьявола состоят в дружественных отношениях, госпожа Лин уже отправилась позаимствовать зеркало чистого звука у господина даосиста Цзы Цзичи. К сожалению, он занят в своей резиденции и появится только через несколько дней. Таким образом, нам лучше продолжить поиск. И даже если мы не сможем его найти, он может снизить бдительность. Затем, в течение последних 2 дней аукциона, у нас будет зеркало чистого звука, и с его помощью мы обнаружим его, а затем поймаем. Лицо старика с острыми глазами загорелось, и он взволнованно сказал: «Учитывая твое непревзойденное умение планировать, невозможно, чтобы мы предприняли что-то напрасно. В этом случае нам не нужно вызывать мастера секты и великих старейшин. Мы получим большую заслугу в секте, как только мы его поймаем сами». Надеюсь, что так. Ге Тиньхао сухо усмехнулся, а затем взглянул в сторону зала сверкающих сокровищ. Судя по тому, как с Хань Ли обращались, было ясно, что они рассматривали его как грозного персонажа. Это было вполне естественно, учитывая, что он убил 4-го старейшину их секты, который находился на пике средней стадии зарождающейся души. Зная это, они действовали очень осторожно. Таким образом, у Ге Тиньхао неосознанно было угрюмое выражение на лице. В этот момент Хань Ли стоял перед огромным каменным зданием. Там был слой радужного света, придающий зданию таинственную ауру. Но его больше удивило то, что теперь над залом сверкающих сокровищ плавал какой-то белый камень. Он был размеров в треть размера здания ниже, но это было все еще колоссальным и занимал как минимум км в площади. Перед Хань Ли стоял работник аукциона в желтой мантии с культивацией стадии заложения основ. Он рассказывал Хань Ли об аукционе с большим уважением. В этот момент Хань Ли перестал скрывать свою культивацию на стадии зарождающейся души. Несмотря на то, что культиватор перед работником аукциона равнодушно смотрел на него, тот не смел быть грубым. Перед зданием было несколько других работников в таком же костюме. Все они сопровождали культиваторов на стадии зарождающейся души. Культиваторы формирования ядра просто стояли перед каменной табличкой, которая была установлена за воротами здания. Они читали, что на ней было вырезано. Через некоторое время Хань Ли перестал осматривать окружение и снова обратил свое внимание на сопровождающего, сказав: «Плата за участие в аукционе для культиваторов зарождающейся души составляет 1000 духовных камней и состоится в зале 9 небес. А аукцион для культиваторов формирования ядра будет проходить в зале сверкающих сокровищ с платой за участие 100 духовных камней». Я все правильно запомнил. Сопровождающий улыбнулся и сказал: «Все верно. В этом аукционе участвует гораздо больше культиваторов, чем ожидалось, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как одолжить зал 9 небес у павильона скрытой удачи. Плата за участие такая же, как и всегда. Это для того, чтобы на аукционе не было слишком людно, иначе на аукционе бы было в 10 раз больше людей. Однако у такого старшего, как вы, не должно быть проблем с такой маленькой суммой духовных камней, при всем моем уважении к вам. 1000 духовных камней. Ваш зал знает, как заработать богатство. Но как ты сказал, что если здесь я смогу найти необходимые мне предметы, 1000 духовных камней, пустяки.
Я не заинтересован в аукционе культиваторов формирования ядра и буду участвовать только в аукционе культиваторов зарождающейся души. Хань Ли махнул рукой и бросил 10 среднеранговых духовных камней сопровождающему в желтой одежде. Пожалуйста, входите, старший. Аукцион для культиваторов зарождающейся души начнется поздним утром. Это медальон участника аукциона. С ним вы можете посещать аукцион и в последующие дни. С улыбкой на лице сопровождающий взял камни духа и передал Хань Ли нефритовый медальон. Хань Ли взял медальон, и его тело без слов промелькнуло лазурным светом. Затем он полетел к большому залу в небе вместе с другими культиваторами. Подлетев к воротам зала 9 небес, Хань Ли увидел, что там ничего нет, кроме барьера белого света. Нахмурившись, он влил немного духовной силы в нефритовый медальон. Внезапно луч красного света вылетел из него и открыл в барьере проход. Недолго думая, он влетел внутрь, а проход вслед за этим тут же закрылся. 4 часа спустя несколько сотен культиваторов зарождающейся души собрались в зале 9 небес. 3 мощных удара в колокол ознаменовали начало грандиозного аукциона.